Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube-платформа 24 каналу. Ми в прямій трансляції на YouTube, тому активно, будь ласка, ставте лайки, формуйте свої запитання, конструктивні з них будемо виносити в нашу розмову. Сьогоднішній наш гість, дуже вітаю, радий бачити, це є Раміс Юнус, політолог зі Сполучених Штатів Америки, екс-керівник апарату уряду Азербайджану. Господин Юнус, здравствуйте. Вітаю вас, дякую за запрошение, рад вас видеть в добром здравии. По-прежнему приветствую вас из моего родного города Азербайджан. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине! Героям слава! Господин Юнус, мы с вами 2 недели не разговаривали, много с того времени прошло, много есть что проговорить. Конечно, это обмен шпионов и убийц на политзаключенных, об этом тоже остановимся детально. Также ликвидация лидера Хамаса Исмаила Хании и последствия. Туда и Шойгу полетел в Тегеран разговаривать. Ну и, конечно же, это Соединенные Штаты Америки и то, что сейчас там происходит. Камала Харрис стала официальным президентом на пост президента США от Демократической партии. Она также представила кандидата на вице-президенты. Это Тим Уолз. Говорят, что он большой друг Украины. Господин Юнус, давайте начнем с чего? С того, что был ликвидирован лидер Хамаса Исмаил Хании, на Ближнем Востоке обострение. Шойгу экстренно вылетел в Тегеран, встречался с новым президентом Ирана. Что вы думаете по этому поводу? Потому что вот агентство Reuters говорит следующее, что якобы Путин через Шойгу передал информацию, что Ирану не нужно эскалировать, не нужно накалять ситуацию на Ближнем Востоке. У вас немножко голос зависает, но я приблизительно понял, о чем вопрос. То есть вопрос о ликвидации лидера Хамас в Тегеране и о всей подоплеке, которая предшествовала этому, и откуда ноги растут, и какие могут быть последствия. Правильно я понял ваш вопрос? Да. Ну вот, значит так, теперь давайте пойдем по порядку. И когда мы будем анализировать эти события, и не только вообще все, что сегодня будет происходить, российско-украинская война, ближневосточная вот эта проблема, кризис, которая вот может вылиться, как многие говорят, в какую-то новую эскалацию между Израилем и Ираном. Все это рассматривайте через призму президентской кампании здесь в Соединенных Штатах Америки. Я не знаю, как говорят другие эксперты и как они это анализируют, но как человек, живущий в Соединенных Штатах Америки, и глядя на то, как происходит в последнее время активность на американском политическом истеблишменте со стороны тех, кто приезжает и уезжает туда, включая последний визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и те встречи, которые он здесь проводил, как с официальными лицами, так и с теми, которые еще неофициальные, включая кандидата в президенты, бывшего президента Дональда Трампа, который является его личным другом, и на которого сделал ставку сам же Беньямин Нетаньяху. И сразу же после этого происходит ликвидация Исмаила Хания. И не просто где-нибудь, а непосредственно в центре Тегерана, в охраняемой зоне. И после инаугурации они его не могли ликвидировать, когда он находился в Катаре, потому что на это не было разрешения со стороны Соединенных Штатов Америки, в том числе, потому что это привело бы к другим отношениям, к сложностям во взаимоотношениях с Катаром, между Катаром и Соединенными Штатами Америки в том числе. Вот. А на территории Ирана это можно делать, и сделав это, как вы сами понимаете, поставить администрацию Байдена в очень сложную ситуацию. То есть то, что сегодня Беньямин Нетаньяху сторонник того, чтобы держать в напряжении всю эту ситуацию и таким образом держаться у власти хотя бы до конца этого года. И всегда, когда есть образ врага, это не касается только Израиля, это касается всех стран, и Ирана в том числе, и России, и США. Любая страна, которая может информационно консолидировать свою нацию перед лицом внешнего врага, они оставляют на потом все свои претензии к тому или иному политическому лидеру. И к Беньямину Нетаньяху у израильского общества огромное количество вопросов, включая его политических оппонентов. Но он, как опытный политик, он грамотно на этом играет.
И, как вы видите, то, что произошло 7 октября прошлого года, вот, он на этой почве, несмотря на опросы общественного мнения, на все то, что предшествовало 7 октября, он сегодня, видите, крепко сидит на своем месте, и он понимает, что его проблемы начнутся только после того, когда эта вся тема прекратится. И поэтому в его интересах как можно долго эту тему еще держать на плаву, вот, а делать ее актуальной. Но с другой стороны, он понимает, что здесь у него в оппонентах находятся не только Хамас и движение Хамас, а все те, кто Я на линии, что-то картинка зависла. Все нормально, уже все нормально. Все. Да, сразу после визита происходит вот такого типа события, и мы понимаем, что сейчас администрация Джо Байдена поставлена в сложное положение, далеко не случайно Энтони Блинкен и все те, кто не хотели бы эскалации в этой ситуации, началась челночная дипломатия. Этой эскалации не хотят ни Россия, ни Иран, ни половина Израиля этого также не желает. И в Соединенных Штатах Америки не желает это и администрация нынешняя Джо Байдена. И я думаю, похожую ситуацию мы наблюдали в апреле месяце, когда, вы помните, точно так же все ждали какой-то большой эскалации, но потом такая игра пошла, которая оказалась сшита белыми нитками, то есть для сохранения лица, и Ирана в том числе. Но тут надо посмотреть сначала на то, что происходит внутри Ирана, на внутриполитическую ситуацию в Иране, и тогда мы понимаем, что за последние полгода, а где-то год, если так взять, произошло очень много интересных событий в Иране. Ну, точку отсчета можно взять с момента внезапного гибели президента, бывшего президента Ибрахима Раиси, который отличался своим радикализмом по отношению и к Израилю, и ко всем своим соседям, в первую очередь к Азербайджану в том числе. И учитывая то, что в Иране он котировался как один из реальных наследников Рахбара, духовного лидера, а духовный лидер Ирана уже давно ищет себе наследника, идет борьба за его наследие. Он болеет, он все-таки в преклонном возрасте, и за его кресло разыгралась нешуточная борьба, в которой вовлечен его собственный сын Мустафа Хаменеи. Вот. И в этой ситуации вдруг внезапно погибает бывший президент при невыясненных обстоятельствах, при очень таких непонятных обстоятельствах. Поэтому по сегодняшний день точно никто не может сказать, что же там произошло, несмотря на существующую официальную версию несчастного случая. Вот. И когда такие несчастные случаи происходят, а потом мы смотрим дальше, какие идут процессы, и в то же время вдруг мы видим, что внезапно появляется кандидатура нынешнего президента Масуда Пезешкиана, который является этническим азербайджанцем и который делает такие заявления, которые на протяжении 40 лет в нынешнем Иране были крамольными. То есть он говорит публично о том, что он запрещает у себя в семье разговаривать на фарси, они разговаривают только на азербайджанском языке. Вот, и он уже на всех митингах говорил о том, что он будет отстаивать этнические интересы азербайджанцев, этнических азербайджанцев, открытие школ и так далее, и тому подобное. То есть все то, что было, преследовали эту группу в Иране, так же, как преследовали и другие этнические группы, а там их достаточно, это и белуджи, это и курды, это и арабы, их в достаточном количестве, поэтому те же персы не являются, на самом деле, большинством населения. И учитывая вот такой многокрасочный этнический состав, и в этой ситуации, дав вперед кандидатуру не фарса, а кандидатуру этнического азербайджанца, это вроде выпустить пар. И весь, так сказать, негатив, который был в иранском обществе, переместить вот сюда, как-то консолидировать внутри и, с другой стороны, стабилизировать ситуацию,
И он вроде бы, я так понимаю, духовный лидер уже смирился с тем, что надо ставить на свое место именно своего собственного сына. Потому что он этого не хотел делать, насколько можно судить. Потому что если бы он это хотел делать, он это делал бы другим путем. Но то, что вот происходит вот такого типа внутриполитические у них разборки, Иран, так же, как и многие страны, имеет все группировки всегда, когда есть власть, и такая страна, как Иран, со своими историческими корнями и со своими возможностями, энергетическими в том числе. Естественно, там происходят группировки, и каждая группировка вокруг духовного лидера смотрит на перспективу, кого бы туда вперед протолкнуть. И здесь не только корпус стражей исламской революции, который является государством в государстве, можно сказать, со своими возможностями и военными в том числе. И вот вроде бы как будто бы они сделали ставку тоже на него. Ну, во всяком случае, у него достаточно хорошие позиции в корпусе стражей исламской революции. Я имею в виду сына Али Хаменеи. И вот поэтому перевелись стрелки сегодня имеется в социальном вопросе. И что самое интересное, буквально на днях духовный лидер дал указ о том, что некоторые свои военные полномочия он тоже передает вновь избранному президенту. Это лишь сделать его крайним на случай внезапной эскалации. То есть сначала ты даешь ему разрешение, выводишь его вперед. Потому что без разрешения духовного лидера все понимают, что этого нынешнего президента даже близко не было бы в этой президентской кампании. Значит, это произошло, это какая-то многоходовка, которую он разыгрывает. Потому что нынешний президент Ирана, он никак, в силу того, что у него нет духовного сана, он не котируется на роль духовного лидера. То есть, он не является конкурентом сына Али Хаменеи, как это был бывший президент и погибший Ибрахим Раиси. Вот. И поэтому, я так понимаю, ему нужна стабилизация, стабильность внутри Ирана. А коль ему нужна стабильность внутри Ирана, значит, ему не нужна никакая эскалация, внешняя в том числе, и в первую очередь во взаимоотношениях с тем же Израилем. И поэтому на словах они говорить будут много чего такого, но в реалии это, я думаю, повторится ситуация апреля. Тем более, посмотрите, какая армада в 2 раза больше со стороны Соединенных Штатов тоже туда пришла. Потому что, как вы сами понимаете, вот эта комбинация, которую разыграл тот же Беньямин Нетаньяху с убийством, с ликвидацией Исмаила Хании, это лишний раз он заставляет Байдена играть по его правилам в том числе, потому что Байден не любит Нетаньяху, но при всем при этом они представляют США и Израиль, которые являются стратегическими интересами, стратегическими союзниками вне НАТО. И поэтому, нравится Нетаньяху Байдену или нет, он должен будет защищать Израиль в этой ситуации. И поэтому туда пришли эсминцы и все остальное. Другое дело здесь, как он будет защищать. Хорошо будет защищать Байден, это может использовать внутри политической кухни, как вот я, видите, защищаю Израиль. А с другой стороны, плохо он будет защищать. Это будет использовать Дональд Трамп и его команда как мотив того, что вот посмотрите, как он защищает нашего союзника. Поэтому то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит во взаимоотношениях Израиля и Ирана в данном случае, рассматривайте исключительно через призму предвыборной кампании здесь, в Соединенных Штатах Америки, и где у сторон разные ставки. У Беньямина Нетаньяху ставка – это Дональд Трамп, а у команды Джо Байдена и Камала Харриса в том числе ставка на то, чтобы продолжить ту политику, то есть поддерживаем Израиль, но поддерживаем не так, как Дональд Трамп, но мы и хотим получить голоса и Палестинской улицы в Соединенных Штатах Америки, которые достаточно активные. Последние митинги в США и вот то, что происходило от запада до востока в этих студенческих кампусах, наглядное тому свидетельство. Поэтому это я резюмирую, хочу вам сказать, чтобы вы понимали бы, что все то, что там происходит, это связано напрямую с выборами в США. Поэтому эскалация не желает нынешняя администрация. И я думаю, именно поэтому происходят эти все вояжи. И иногда есть вояжи, спецслужба, разведка там работает. И вот в этой связи интересно было рассмотреть и визит секретаря Совета Безопасности Сергея Шойгу, бывшего министра обороны, который всем казалось, что он как будто бы вышел из команды. Да нет, он остался в команде. Это тактика. Нынешние власти в России, они все тасуют карты, но
он их не сдает. Как вы сами понимаете, это надо отдать должное президенту России. Он стабильно работает с одной и той же командой. И это тоже является элементом цементирования всех вокруг лидера. И, как вы видите, это работает. И несмотря на то, что все заместители Сергея Шойгу находятся сейчас в тюрьме, он, так сказать, вывезен из этой территории. И он спокойно сегодня может летать для того, чтобы создать пиар-компанию. Это, воспринимайте визит Сергея Шойгу, это как пиар России для внутренней аудитории и также как и для всех, для Запада, потому что, посмотрите, это происходит параллельно с обменом этих пленных. Я думаю, на эту тему мы тоже поговорим. Вот, то есть тема России, потому что обмен пленными произошел с Россией. Сергей Шойгу представляет Россию. Ближневосточный конфликт, он вроде бы находится рядом. Россия активный игрок на Ближнем Востоке, и включая не только израильский конфликт, но и то, что происходит вокруг Сирии. Россия является определенным партнером, я не сказал бы, что союзником Ирана, но определенным партнером на какое-то определенное время. Они исторически, это просто их сегодня, то, что вот происходит, их конфронтация с Западом, она их объединяет. Но каждый из них готов пойти на сделку с Западом, вы это видите, и Россия это делает регулярно, и вот этот обмен пленными, это один из винтиков этой тематики, и вот то, что визит Шойгу, это лишний раз тоже подтверждение тому, что мы тоже здесь активны, мы тоже здесь можем иметь влияние, и на тот же Иран в том числе. Ну, с одной стороны, они, естественно, подают туда противовоздушную оборону, но с другой стороны, я так понимаю, это реверансы в сторону того же Запада, мы тоже сторонники не эскалировать, потому что, я так понимаю, в Кремле вроде бы у них немножко эйфория поутихла после неудавшегося покушения на Трампа, когда они думали, что Трамп уже легко проходит в президенты. Сегодня, когда демократы сумели все-таки преодолеть раскол и дали вперед, Байден сошел и дали вперед Камалу Харрис, и вот теперь они определились с вице-президентом, в Кремле начинают понимать, что вполне возможно, что Трамп может и не стать президентом. Поэтому нужно не идти на конфронтацию с Белым домом, а нужно искать какие-то точки соприкосновения. И поэтому вот этот обмен пленными произошел. Я думаю, с этой точки зрения и надо рассматривать вот эту пиар-компанию, которая связана с вояжом Сергея Шойгу как в Тегеран, потом он прилетел в Азербайджан, встречался с президентом Азербайджана, с руководством Азербайджана, потому что, как вы сами понимаете, Азербайджан непосредственно граничит с Ираном. Половина населения Ирана – это этнические азербайджанцы, и поэтому далеко не безразлично Азербайджану все, что происходит на границах между Азербайджаном и Ираном. В близости такой, поэтому, естественно, Шойгу, так это принято в большой политике, прилетел в Азербайджан для того, чтобы проинформировать Азербайджан о тех контактах, которые там произошли, потому что Азербайджан и Россия сегодня находятся в довольно хороших, прагматичных отношениях, в отличие от того, что было 30 лет тому назад. Азербайджану удалось построить правильную многовекторную политику со всеми своими соседями, как северным соседом, так с южным соседом. И, в принципе, и с Европой, и с Соединенными Штатами Америки, и с Китаем. Несмотря на разность этих стран и на разное их восприятие Азербайджана и всего того, что было связано на протяжении всей независимости Азербайджана, включая главную проблему Азербайджана – карабахскую проблему. Но, несмотря на это, Азербайджан сумел свой маленький кораблик так разрулить, прийти к хорошему результату, освободил Карабах, района, восстановил свой суверенитет, территориальную целостность. И сегодня с Азербайджаном считаются как в Тегеране, так и в Москве. Поэтому визит Сергея Шойгу в Тегеран, а потом в Баку, он вполне логичен, он вполне понятен. Другое дело, воспринимайте это как пиар-компанию. Резюмируя, могу сказать, что я не предвижу никакой эскалации в этой ситуации, потому что эта эскалация не нужна ни России, ни Ирану, ни Израилю, ни администрации Байдена. Поэтому, я думаю, они найдут Соломоново решение. Но игра и вот такого типа напряжение, оно будет продолжаться вплоть до конца этого года. Да, хотел бы вспомнить, господин Юнус, и, конечно же, вот вы вспоминали, да, о Трампе и о Байдене, и США, Соединенных Штатов Америки, и то, что Камала Харрис стала официально претендентом на пост главы государства США от демократов, и Тим Вулфс, да, от Миннесоты. Говорят многие, что неожиданно эта кандидатура стала на пост вице-президента.
Как вы считаете, насколько это хитрый ход от демократа, насколько они сейчас выигрывают, переигрывают республиканцев? И вот такой глобальный вопрос, господин Юнус, в контексте сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки, что лучше, чтобы дальше были демократы в Белом доме или все же республиканцы? Как вы считаете? Давайте, вы знаете, я не люблю заниматься пропагандой и иногда говорю, может быть, даже нелицеприятные вещи, которые могут даже не нравиться украинцам. Но эксперт не должен быть ангажированным. И поэтому, когда какой-то политик в США говорит хорошие слова, которые нравятся там в Киеве, это не говорит о том, что он друг Украины. Вспомните Линдси Грэма, который приезжал к вам в Киев и много чего говорил, и посмотрите, какие песни поет он сегодня. Поэтому воспринимайте все то, что будет говорить Камала Харрис и ее нынешний кандидат в вице-президенты Тим Уолз через призму того, что говорит сама эта партия и какую политику она проводит в отношении Украины в том числе. То есть, какие цели и задачи она преследует. И тогда мы увидим, что тандем Камала Харрис Тим Уолз ничем не отличается от тандема Байден Камала Харрис. То есть политика, которую проводит нынешняя администрация, она будет продолжаться. Другое дело, вот вы можете вопрос так поставить, в том плане, насколько вам нравится или не нравится эта политика. Ну, так эту политику вы увидели последние 2,5 года, я имею в виду после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Вот эта политика, она и будет продолжаться. Как до конца этого года, так и после того, когда сменится администрация. Другое дело, они будут реагировать нынешние полгода, пока идет эта президентская кампания, более активно, более, так сказать, хорошо с вашей точки зрения, вот, как на словах, так, может быть, и предметно какими-то определенными финансовыми вливаниями и конкретными поставками. Вот, но сказать, что это очень сильно будет отличаться от всей такой политики, которую они проводили, я не думаю. Что с точки зрения внутренней политической ситуации в США, как это может отразиться на акциях, да, возможностях той или иной партии, могу сказать, что я думаю, что, когда я говорил вам всегда и в эфирах вашего канала, уважаемый Игорь, и в эфире других каналов, я всегда говорил о том, что Байден и Трамп в конечном итоге не окажутся в списке. Кто-то из них должен будет сойти, там будут другие имена. Вполне, может быть, даже эти две фамилии там не могут быть. Но, как вы видите, Байден все-таки уже ушел. И мы видим сейчас там другие имена со стороны Демократической партии. Но тут надо вспомнить о той ошибке, которую сделал Дональд Трамп, выбрав вице-президентом Джей Ди Венса. Почему это ошибка, с моей точки зрения? Вот, потому что если бы он выбрал бы Ники Хейли, однозначно Трамп победил бы в этой президентской кампании, даже если Байден снял бы свою кандидатуру. Потому что все то, что сегодня будет решать итоги выборов в США, будут решать несколько штатов Америки, в которых как раз-таки Ники Хейли пользуется довольно большим авторитетом. Там даже ее поддерживают больше, чем самого Трампа и самого Байдена. И саму Камалу Харрис в том числе. Но после того неудавшегося, слава богу, покушения на Дональда Трампа, и у него, так я понимаю, крыша поехала, эйфория. Он уже думает, что он отец нации. И вот вокруг него очень много, так сказать, людей, которые эту идею поддерживают. И вот на этой почве он выбрал себе своего молодого клона, который повторяет все то же самое, что говорит он. А вице-президент, который идет с тобой в паре, хотя бы он должен быть немножко отличаться от тебя, или же чтобы балансировать все то, что может охватить всю территорию Америки. Вот как, например, Камала Харрис сделала со своим выбором. Вот, исходя из тех возможностей, которые были у тех же демократов, да. И вот на этой ошибке, я так понимаю, сегодня демократы будут играть. Потому что Джей Ди Венс – это вообще не человек федерального уровня. Молодой парень, 40 лет, у него нет никакого большого политического бэкграунда. Никто его в Америке не знает. Его 2 года назад Дональд Трамп сделал сенатором. Это друг его сына, сын привел к нему, он извинился перед ним, и он из него сделал сенатора. Но сделать сенатора он из него может, но сделать из него политика федерального уровня, для этого нужно
время, для этого хотя бы лет 10. Он должен проработать в Сенате, в Конгрессе. Вот. Он должен поработать на какой-то государственной работе федерального уровня или хотя бы на уровне штатов. Вот та же Никки Хейли, она была губернатором, довольно успешным губернатором. Потом она была послом США в Организации Объединенных Наций. Это уже федеральный уровень, это уже международный уровень. И, естественно, тот же Тим Уолз, он же все-таки очень много лет проработал, 12 лет проработал в Конгрессе, и после этого он уже 2 срока удачный губернатор. То есть это обычно тот стандартный путь, которым проходят в основном все кандидаты президентов Соединенных Штатов Америки и кандидаты вице-президента. Посмотрите на всех любых, они все точно так же. Та же Камала Харрис, она много лет работала сенатором, она работала прокурором. Поэтому, а кем работал Джей Ди Венс? У него нет политического бэкграунда, понимаете? Это слабый момент. Ну, Трамп исходил из того, что ему вице-президент не нужен. Он вице-президент нужен просто чтобы он стоял рядом и смотрел ему в рот. То есть он не будет заниматься ничем, по большому счету, да. Ну, а зачем тогда ты его выбирал? Только для того, чтобы он не повторил ошибки Майка Пенса, с твоей точки зрения, да. То есть ему не нужен второй Майк Пенс. И поэтому Никки Хейли все-таки это не Майк Пенс, это не Джей Ди Венс, она все-таки независимый политик, довольно авторитетный политик. И поэтому вот эта ошибка, которую совершил Дональд Трамп, она может им дорого обойтись. И поэтому вот то, что сегодня Камала Харрис выбрали между Фишером и Уолсом, она выбрала его. Хотя можно было бы выбирать и, конечно, и губернатора Пенсильвании. В принципе, они равные по весовой категории политики. Но, я так понимаю, его избрали именно для того, чтобы он был успешен вот в этих штатах неопределившихся. Да? Потому что в этих штатах как раз-таки и будут работать Джей Ди Венс и непосредственно Тим Уолз. Вот. Но, судя по послужному списку, конечно, биография нынешнего кандидата Тима Уолза намного предпочтительная. Но здесь другой момент очень важен. И вы видели, это отразилось на судьбе Джо Байдена. Я имею в виду дебаты, которые планируются вот буквально через месяц. И одни дебаты должны быть между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Сейчас они, так сказать, дебатируют по поводу того, где и когда это состоится. Но я думаю, они должны состояться, иначе это будет пощечина как по американцам самим и каждому из них. Потому что если кто-то из них откажется от этого, другой может на этом грамотно сыграть. Поэтому я думаю, эти дебаты должны будут состояться. И вот очень будет интересно посмотреть на то, что, как поведет себя Трамп в этой ситуации. Потому что одно дело, вся предвыборная кампания Трампа и его команды была построена на то, что будет участвовать именно Байден. И вот то, что Байден сошел, а они были уверены, что он не сойдет. Понимаете? Вот. И поэтому им, по ходу, сегодня надо менять всю тактику, и включая тактику проведения этих дебатов, как самого Трампа, так и его партнера Джей Ди Венса. И времени очень мало, как это удастся. И плюс здесь фишка какая должна быть. Потому что если он будет наезжать так, как он наезжал на Джо Байдена, а напротив будет сидеть прокурор. А она будет разговаривать с ним как с преступником. Да? Поэтому у каждой из стороны будет своя фишка. И как это удастся провести, да, вот это во время. Потому что это шоу. И на это шоу очень будут сильно реагировать и в тех неопределившихся штатах. Я не говорю о том, что те, которые уже определились, демократы, республиканцы, они по 30%, и вот то, что сейчас проводят опросы общественного мнения, то те другие. Врут и там, потому что те, которые проводят прореспубликанские, 2-3% они дают преимущество Трампу, демократические дают 2-3% Камале Харрис. Это неправда, ни там, ни там. Они идут ноздря в ноздрю. А что происходит в этих неопределившихся штатах, точно можно будет сказать вот после этих дебатов. Потому что, как вы видели, какая была реакция американского общества на неудачные дебаты, которые провел тот же Джо Байден. И весь его послужной список 50-летней службы США, как в Конгрессе, как и должности вице-президента и теперь президента, и даже вроде бы
президента, как будто бы и экономика в плюсе, да, в Соединенных Штатах Америки. Ему все это позабыли, и ему пришлось снимать свою кандидатуру. То есть в важных дебатах это очень важно. Она очень актуальна, да, и как дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, так и дебаты между двумя потенциальными кандидатами на должность вице-президента. И это, после этого можно будет уже четко говорить, кто победит на этих выборах. Денег больше у демократов. Деньги играют, конечно, большую роль. Вот. Шоу, которое будет 19 августа, демократы проведут, оно будет не менее красочным, не менее таким помпезным, который провели те же республиканцы. Но, опять же, это не говорит о том, что именно у кого больше денег и кто провел лучшее шоу, и это они победят. Очень важно вот именно провести удачно эти дебаты и как они будут работать в этих штатах. Но я думаю, республиканцы с кандидатурой вице-президента совершили дали маленькую брешь в своей предвыборной кампании. И если демократы смогут этой брешью воспользоваться, тогда у республиканцев могут быть большие проблемы. И Натаньяху на Ближнем Востоке все эти проблемы им не прикроют. Господин, спасибо большое, что вы так детально и экспертно рассказали о процессах в Соединенных Штатах Америки. Также вас хотел бы спросить, вот сейчас происходят военные действия в Российской Федерации, Курская область. Ну, конечно, вы не военный эксперт, но я хотел бы вас спросить о реакции Соединенных Штатов Америки, потому что они говорят следующее. Представитель Госдепа говорит следующее, Мэтью Миллер, что Украина не предупреждала о действиях в Курске, они не нарушают политику Соединенных Штатов Америки. А представитель Белого дома Джон Кирби говорит, что да, действительно, Киев не предупреждал, но Киев даст нам какие-то данные. И вот я вспоминаю наши предыдущие разговоры, вы не раз говорили, я не очень, скажу откровенно, верил в то, что нету координации, а вы говорили, что ВСУ двигаются и принимают решения отдельно, ну, координация есть. Я думал, что более конкретно и более детально Соединенные Штаты Америки знают о процессах в ВСУ. Ну вот мы видим то, что вы говорили. Для Соединенных Штатов Америки это был сюрприз, но они говорят, что ВСУ сами решают, что делать. Как вы считаете, насколько Соединенные Штаты Америки могут не одобрять такие движения или одобрять? Я думаю, в нынешней ситуации, которая здесь сложилась в Соединенных Штатах Америки, я имею в виду предвыборные кампании, все то, что делает сегодня украинское военно-политическое руководство, оно это также учитывает. И то, что происходит сегодня на приграничной зоне, это тоже рассматривайте с этой точки зрения. И я не думаю, что со стороны Соединенных Штатов Америки и нынешней администрации будет какое-то определенное давление на официальный Киев. Господин Иванович, также хотел бы спросить вас, мы с вами не виделись, да, я говорил в начале трансляции 2 недели, обмен, самый большой обмен с времен Второй мировой войны, с времен Холодной войны, то, что страны Запада, среди которых там и Германия, и Соединенные Штаты Америки, и Польша, и другие страны, они вернули политзаключенных, а Россия вернула шпионов и, ну, конечно же, убийцу Красикова. Почему именно сейчас это произошло? Почему произошел этот обмен? И можно ли этот обмен привязывать к выборам в Соединенных Штатах Америки? Опять же, у вас голос немножко западал, но я, в принципе, понял. Вы спросили о том, что означает этот обмен и почему он произошел сейчас, и откуда здесь ноги растут, да, если так резюмировать ваш вопрос. Вот. Ну, как я давеча сказал в самом начале нашей беседы, это исключительно надо рассматривать через призму президентской кампании здесь, в США. В Америке регулярно происходило, и каждый из президентов старался использовать такого типа события, как пиар-кампанию. Да? Это всегда бывало, когда или президент только приходил, или же когда шли определенные выборы. А учитывая, что в Соединенных Штатах Америки каждые 2 года проходят выборы, каждые 2 года идут выборы в Конгресс, и каждые 4 года избирается президент. Поэтому не успеет одна кампания закончиться, другая начинается. Поэтому или ликвидация какого-то террориста за границей, который является врагом Соединенных Штатов Америки,
за последние годы, вспомните, и начиная с ликвидации Бен Ладена, и с ликвидации Аль-Багдади, и с ликвидации других, так сказать, террористических лидеров, которых американцы считают террористами и врагами Соединенных Штатов Америки, это делалось разными администрациями, разными президентами. И это показывалось всегда как большая, так сказать, пиар-компания. Точно так же, как и освобождение тех или иных граждан США, которые в той или иной мере оказались заложниками в той или иной стране. Но учитывая, что в последнее время это еще во времена Советского Союза также было, во времена холодной войны между США и Советским Союзом. Вот. А учитывая, что сегодня такая же холодная война и не менее холодная происходит во взаимоотношениях между Россией и США и в целом коллективного Запада. Уже здесь, так сказать, Запад уже вовлечен в большем масштабе, нежели это было, когда был СССР и США. Все-таки есть уже институт под названием Евросоюз. Вот. И поэтому, конечно, мы видим это противостояние как в информационной плоскости, в идеологической плоскости, в экономической плоскости, в военно-технической плоскости и в чисто вот такого типа вопросах в том числе. Помимо шпионских скандалов, мы видим, что в качестве разменной карты используются уже просто обычные случайные люди, которые просто оказались на территории России. И далеко не случайно американский Госдеп и американские все официальные структуры предупреждают всех американских граждан, носителей американского паспорта, не появляться в те или иные страны. Есть определенный перечень стран, в которых это есть. То есть и американец, любой американец, который прежде чем куда-то ездит в какую-то страну, он должен интересоваться обязательно этим. Да, понятное дело, Соединенные Штаты Америки говорят, что мы будем бороться за каждого американца. Ну, зачем лишний раз подвергать себя и свою судьбу испытанию, да? И вот, судя по тому составу людей, которые оказались в российских тюрьмах, мы видим, что это на самом деле все случайные люди, никакого отношения не имеющие к государственной работе, к шпионским скандалам и так далее и тому подобное. Да, в отличие от того, кого получает российская сторона. И здесь очень важный момент, что многие, может быть, не обратили внимания на то, что активную роль здесь играл канцлер ФРГ Олаф Шольц, потому что для того, чтобы решить вопрос с Красиковым, нужно было добро со стороны Олафа Шольца. А Олаф Шольц должен был это продать, как-то преподнести немецкому обществу. И именно для этого Россия в пожарном порядке нашла 5 немцев на территории России, которых они спокойно арестовали, посадили. И потом они оказались разменной монетой. Многие даже их фамилии не знают. Вот спросите сейчас вас, уважаемый Игорь, также и всех других. И никто про это не знает, потому что на слуху другие фамилии, да? А именно это те самые фамилии, которые и оказались тем аргументом, которые и Россия, и американцы вполне, может быть, и негласно даже договорились, потому что все то, что произошло вот в этом обмене, никакого отношения не имеет ни к российско-украинской войне, ни к ближневосточному конфликту, ни вообще ни к каким-то другим проблемам, которые есть сегодня на этом шарике, да. Это исключительно каждый из этих стран, которые были вовлечены, в первую очередь Россия и Соединенные Штаты Америки, сыграли свою партию, договорившись за кулисами. Объясняю интересы каждой из сторон. В первую очередь начнем с Соединенных Штатов Америки. Президентская кампания – это огромный успех нынешней администрации, лично администрации Байден, Харрис. Естественно, поэтому уже Харрис, вот видите, тоже в аэропорту, тоже встречают. И все это именно так показывает, что это правопреемственность от Байдена Харрис, то есть она тоже активно принимала в этом участие. И посмотрите, как это вызывает изжогу у Дональда Трампа. Потому что, с одной стороны, он должен вроде бы радоваться, граждане Америки освобождены. Вот, невинные граждане Америки, да, все понимают, что они никакие не шпионы. Да. Были бы шпионы, это было бы по-другому, да, это преподносилось бы, как в свое время обменивали там на мосту, если помните, даже фильм в свое время сняли, да. Вот, когда шпионов обменивают, это не так публично делается. А сейчас, вот видите, это пиар-компания. Значит, это кому-то надо. А кому это надо? В первую очередь, значит, это нужно Байден, Харрис, и они это грамотно разрулили. Почему Россия пошла на это?
Я думаю, у Кремля, как я давеча вам говорил, могу еще раз повторить, эйфория по поводу того, что Трамп 100% побеждает, вроде бы у них немножко спала. И поэтому они понимают, а он может и не победить. Никто сегодня это точно сказать не может. И поэтому нужно рассматривать и вариант «Б». А вариант «Б» – это значит, придется работать и дальше с этой администрацией, будь то даже Камала Харрис. Потому что все основные игроки, в основном в администрации Камала Харрис, они останутся. И будет продолжаться та же политика. А исходя из этого, значит, надо подыграть им в этой ситуации. А для того, чтобы им подыграть в этой ситуации, значит, нужно сделать этот обмен вполне реальным. И поэтому вот решили так, чтобы и российская сторона осталась довольна. То есть Россия что получила? Она получила продолжение вот этого лозунга «Своих не сдаем». И это лишний раз говорит о том, что завтра такие же Красиковы могут появиться и в других городах, и они могут выполнять тоже задания спецслужб России, на которые будет им, какая задача перед ними будет поставлена. И они будут уверены, что их также российское государство за ними будет стоять до конца и сделает все для того, чтобы их вытащить из этой ситуации. И это тоже плюс, как лично президенту России и также всей его команде. Это тоже пиар-компания, это тоже надо вот рассматривать именно через эту призму, да, потому что не забывайте, что в России сегодня 25 лет у власти находятся спецслужбы, и они знают, что такое власть не только как брать, а как ее удерживать. И поэтому в этой ситуации это реверанс и администрации Байдена, и это, так сказать, плюс для самой России и нынешней власти в Кремле. А как продолжение, вот, визит Шойгу в Иран, это то же самое подыгрывание, реверанс той же администрации Байдена. То есть мы тоже сторонники того, что мы не пойдем на эскалацию, потому что и вам эскалация не нужна. Просто мы надеемся на то, что вы это оцените и не так будете сильно нас душить на российско-украинском направлении. Вот это я так рассматриваю с точки зрения того, как это выглядит. Но тут есть еще один человеческий момент, который очень важно отметить. Для меня это очень важно. И я понимаю, уважаемый Игорь, вас и украинскую аудиторию в первую очередь интересует, а как это относится к Украине? Какое отношение это имеет к Украине? Никакого отношения это к Украине не имеет. Более того, это освобождены в первую очередь все те люди, которые в той или иной мере виноваты в том, что происходит сегодня со стороны России по отношению к Украине. Потому что все представители российской либеральной оппозиции, вне зависимости от фамилии, вот все буквально без исключения, начиная с покойного Алексея Навального и всех тех, которые сегодня мы видим на слуху, включая тех, кого и освободили, и многих тех, которые еще, может быть, находятся там, или которые находятся за границей, или которые представляют себя как российская либеральная оппозиция, они все являются врагами Украины. Потому что они выступали все время против территориальной целостности Украины. Я имею в виду конкретно 2014 год. Вот с 2014 года по сегодняшний день пускай приведут кого-нибудь, кто вот так вышел и откровенно, я имею в виду лидеров российской оппозиции, вот эти имена. Кто-нибудь что? Выступать против войны – это одно. Посмотрите, какие заявления делают тот же Илья Яшин или все остальные, которые вышли сегодня. Там Украина вообще не присутствует. Войну надо срочно остановить, и все. Вот чтобы люди не гибли и так далее. Прогибают наши парни, там то, третье, четвертое. Да, простые россияне. Против простых россиян ничего делать не надо. Да? А не эти простые россияне сегодня там убивают простых украинцев. Это же не власть только делает. Власть руководит этим процессом, а там идут простые россияне и за деньги этим занимаются. Да? Они какие интересы там защищают? Интересы России. Да, если бы они сейчас будут защищать Курскую область, это можно понять. Это на самом деле международно признанная территория России. И они, защищая ее, они могут говорить, что я защищаю Курскую область, я защищаю Ростовскую область. Но когда это происходит на территории Украины, как это называется? И вы призываете к чему? Поэтому вся эта российская либеральная позиция, они имперцы. Они являются как врагами Украины. Они являются врагами Грузии, касательно Абхазии, Цхинвальского региона. Они являются врагами моего родного Азербайджана. Потому что мы все знаем, как они вели себя во время Карабаха. И эти все так представители российской либеральной тусовки, будь то в средствах массовой информации, тот же «Эхо Москвы», тот же Бенедиктов. Вот сидит он в Москве, и никто его не трогает.
идет, получает инструкции на Старой площади, а преподносит их как российскую либеральную оппозицию, приходит к ним в студии, а это же все разрешенно. И они 20 лет вот в этой парадигме, разрешенной парадигме со стороны российской власти, они действовали. И когда они действовали, и телекомпания «Дождь», вот эти все Латынина, Матынина, вот этот весь, так сказать, информационный мусор, который вбивали они в голову, как своим россиянам, они отрабатывали эту роль, да, у них была такая роль конкретная. Просто правила немножко поменялись, и теперь пока они отрабатывали эту роль, а демократия в лице Запада с автократией в лице России делала деньги на триллион. А теперь они поругались как-то, да, вот и Кремль с их, по понятиям Запада, нарушил эти правила 24 февраля 2022 года, да, и вот началась вот эта война. И в результате этого они не сориентировались в этих правилах, и они, многие из них прямо сейчас стали уезжать, да, из этой страны. А почему с 2014 года в отношении вас ничего не было такого? Почему вы тогда не поднимали свой голос вот так, как надо? А как вы поднимали, знают прекрасно и в Азербайджане, и в Грузии, и в Украине в том числе. Поэтому, когда мы это понимаем и задаемся вопросом, а кто это сделал? Вот это сделал тот самый Запад. И теперь посмотрите, вот сегодня, вот я сейчас, у нас с вами прямой эфир, да, уважаемый Игорь, я так понимаю. Вот буквально до эфира я смотрел «Голос Америки». Кому интересно, посмотрите. Вот последний выпуск в настоящее время «Голос Америки». Когда я на ваших каналах все время говорю, что эти каналы проталкивают российские нарративы. Да, и у них совершенно от того, что они много что будут говорить иногда красивых слов, у них конкретно, более того, это рупор демократической партии. Да. Передача начинается, да, вечерние новости, главные новости в прайм-тайм. Первые 15 минут, какие новости идут? Первые 15 минут показывают, значит, в прямом эфире выступление Яшина. Люди собрались, там человек 30-40, и это преподносится как главную международную новость. Зачем это делать? Для чего пиарить это все? Вот они также пиарят вот эту кухарку Тихановскую, которую никто в Белоруссии вообще даже не воспринимает, если так взять. Потому что столько глупостей наговорила, да, лучше бы молчала бы. Понимаете, когда человек далекий от политики, из него делают мыльный пузырь, и потом в конечном итоге кому это надо? Потому что под это списываются большие деньги, там крутятся большие гранты. Но это не имеет никакого прикладного значения и не будет иметь прикладного значения ни на территории Беларуси, ни на территории России. Вот из этих российских либеральных оппозиционеров. Вот из той же Юлии Навальной сегодня тоже делают мыльный пузырь. А этот мыльный пузырь как будет применим там на территории России? Да никак он не будет там применим. Это то же самое, как это было с советскими диссидентами во времена противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Что кто-нибудь из них потом пришел к власти. Кто пришел к власти? Пришел Горбачев во время перестройки, потом пришел представитель той же партноменклатуры Борис Ельцин. И Борис Ельцин сдал всю эту власть представителям спецслужбы. А где были эти все диссиденты? Нигде их не было. Поэтому, а для чего их используют? Вот именно я к тому это веду, чтобы не стройте иллюзий и понимайте, что у Запада другие интересы и другие цели и задачи во всех этих конфликтах. Им нужен хороший менеджмент, им нужны конфликты, чтобы через менеджмент этих конфликтов влиять на ту или иную ситуацию. Я уже все-таки много лет в большой политике, да, я видел и Первую Карабахскую войну, видел Вторую Карабахскую войну, живу там на Западе и довольно хорошо знаю изнутри. И вот я 2008 год помню, вот, кстати, сегодня 08/08/08, это как раз очередная годовщина августовской агрессии России против той же Грузии. И вспомните, как тогда повел себя Запад в той ситуации. И в 30 километрах уже от Тбилиси стояли. И что они сделали? Как-то они наказали Россию за это? Нет. Барак Обама с Джо Байденом объявили перезагрузку и в 2009 году заключили «Северный поток-1» контракт. И так далее, и тому подобное. А потом произошла вот и аннексия Крыма 2004. Опять же, при Обаме и Байдене. То есть, эти двойные, эти тройные стандарты. И под раздачу попадает мой родной Азербайджан. Под раздачу попадает Грузия во главе Саакашвили. Саакашвили, который столько сделал для этого интеграции
интеграции, в сторону евроинтеграции и НАТО, да, и что он за это получил? Он получил то, что он сидит сегодня в тюремной камере, и никто не парится о его судьбе. А вы что получили? Вот вы получили то, что вы сегодня остались с такой махиной напротив вас, и один шаг на запад делает вперед, 2 шага делает назад, то говорит стреляй, то разрешаю, то не разрешаю, то вот эти все разговоры, а когда включаешь новости, и вдруг в новостях 15 минут «Голос Америки» на русском языке разглагольствует о какой-то пресс-конференции Ильи Яшина, которая никому не интересна вообще и вообще никакого значения не имеет для геополитики, для международной политики. Я могу понять, день обмена, это новость была, да, какая-то, и вот подоплека этой новости, ну, вот то, что я расшифровал, это напрямую пиар в США, и это как раз-таки пиар в Москве. Это в первую, и пиар в Германии для Олафа Шольца. Вот и все. То есть, это вот такого типа был розыгрыш, использовали этих всех людей, и для этого это разыграли. Тема закрыта должна быть. Она никому не интересна. 15 минут. Ключевой канал проталкивает эту новость. А все новости остались. Ближневосточная тема осталась в стороне. Российско-украинская тема осталась потом. Да, это уже потом начинают. Как обычно же, когда центральные новостные передачи начинаются уже break news. Это же надо говорить о ключевых. О том, что на первом месте идет, на втором месте идет. А они, смотрите, о чем. Значит, если звезды зажигают, значит, кому-то это надо. А надо это Украине? Я не думаю, что это Украине надо. Поэтому здесь не ищите справедливости. Потому что большой политики справедливости нету. С точки зрения нравственности, это, конечно, безнравственный обмен, потому что мирных людей обменивают на убийцу. Да? А кто-нибудь спросил у семьи убитого чеченца в Германии? Они даже об этом понятия не имели. А где же справедливость? Поэтому справедливость большой политики, к сожалению, отсутствует. Просто наматывайте на ус, делайте выводы, и спасение утопающих, дело рук самих утопающих, понимайте, становитесь сильнее, и не всегда уповайте на донайцев, дары приносящих, потому что в нужный момент можете оказаться под раздачей. Поэтому лучше это знать, понимать, и набирать силы, мускулы, и решать, самим устанавливать повестку дня, ту, которую вы можете. Да, вот когда вы это понимаете, тогда можно брать с них все то, что вам нужно, спорцы, овцы из шерсти клуб. Но лучше разыгрывать свою собственную партию, лучше играть по своей повестке дня. И там, где они совпадают, прекрасно. А там, где они не совпадают, не соглашаться и делать все то, что вы должны делать. Я вам честно скажу, я очень рад, что мой родной Азербайджан именно последние годы делает именно это. И вот такая политика равноудаленности от всех, и от северного соседа, и от южного, и от Китая, и от Европы, от всех, сделала так, что мы добились своих целей. И все сегодня хотят иметь хорошие, лояльные, прагматичные, нормальные отношения с Азербайджаном. А то, что они в душе думают о нас, и как они относятся к нашей победе, нам лично наплевать. Мы свое взяли, мы уже больше его никому не отдадим. Господин Юнус, большое спасибо вам за этот разговор. Спасибо, что нашли время проговорить про важные процессы, объяснить, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Но еще раз приветствую вас в родном Азербайджане. Очень рад, что вы имели возможность его опять посетить. Спасибо большое. Дякую. До побачення. Слава Україні. Героям слава.